Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот простые, красивые слитки. Данные слитки сейчас в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 39-40. Но в любом случае сейчас, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи. А вязать эти слитки я сейчас буду в мастер-классе из пряжи Пехорка зимняя премьера. Это такая у нас идет толстенькая пряжа. Метраж у нее будет идти на 100 грамм 150 метров. И по составу это у нас идет пряжа 50% мериносовая шерсть и 50% акрил высокообъемный. И сейчас вот смотрите, из данной пряжи эти слитки я буду вязать на круговых спицах. Диаметр спиц 4,5 миллиметра. И сейчас смотрите, мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков. То есть для того, чтобы нам получить эти слитки, сейчас вместе с вами в мастер-классе мы свяжем вот такую вот заготовку. Вот этот размер, который является шириной нашей детали, является постоянной величиной. И эта ширина должна быть где-то около 20 сантиметров. Плюс-минус сантиметр большого значения иметь не будет. А вот как раз таки длиной вот этой нашей детали мы и будем регулировать размер наших слитков. То есть для того, чтобы нам связать слитки на какой-то определенный размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. И если мы сейчас посмотрим по таблице, как я сказала, слитки я буду вязать на размер ноги 39-40. И расчеты я сейчас буду делать, исходя из размера ноги 39. И 39 размер ноги по таблице у нас соответствует 25 сантиметрам. Теперь мы должны взять размер нашей ноги, то есть в моем случае это 25 сантиметров, и от этого числа отнять где-то примерно 10%. 10% мы отнимаем на растяжение полотна, так как полотно, вязаное спицами, оно идет эластичное и хорошо тянется. И это у меня сейчас получается 22,5. То есть получается длина этой моей заготовки, вот именно если я буду вязать на мой 39 размер ноги, должна быть где-то примерно 22,5 сантиметра. Опять же, плюс-минус полсантиметра большого значения иметь не будет. Сейчас в мастер-классе эту заготовку я вязала длиной 23 сантиметра, поэтому я и говорю, что данные слитки идут на размер ноги 39-40. То есть с длиной заготовки мы с вами разобрались. Теперь давайте разберемся с количеством петель, которые мы с вами должны будем набрать. Для того, чтобы определиться с количеством петель, которые мы с вами должны будем набрать, здесь я рекомендую связать два образца. Один образец мы должны связать вот этим основным узором. Подробный мастер-класс, как вяжется этот узор, есть у меня на моем втором канале. Ссылочку я оставлю ниже в инфобоксе. Также сейчас здесь высветится эта ссылка на данный мастер-класс. И на примере того мастер-класса вы сможете вот именно связать образец этим основным узором для того, чтобы рассчитать, сколько здесь изначально нам нужно набрать петель. Теперь смотрите, почему я говорю, что образцов нам нужно все-таки связать два. Потому что, смотрите, вот этот узор, он у нас такой называется шишечки, вот они у нас идут, видите, он
чуть больше стягивает полотно, нежели узор платочная вязка. То есть здесь, в принципе, вот можете даже посмотреть. То есть этих два образца я вязала из одинакового количества петель. То есть здесь у меня 26 петель, и здесь у меня также набрано 26 петель. Ну, вы видите разницу, да? Платочная вязка у нас получается намного шире, нежели вот именно вот этот основной узор. Поэтому образцов я вязала два. В принципе, если вы будете вязать из аналогичной пряжи и спицами того же диаметра, то можете воспользоваться моими расчетами. И теперь давайте как раз таки запишем эти расчеты. Значит, смотрите, вот этот образец розовый у меня связан из 26 петель. 26 петель. И эти 26 петель у меня по ширине составляют вот 14 сантиметров. То есть равняется 14. Теперь высчитываем плотность нашего вязания. То есть мы берем наши 26 петель, делим на 14 сантиметров, и у нас получается 1,85. То есть это количество петель в 1 сантиметре. Теперь мы берем плотность нашего вязания 1,85. И это число мы должны умножить вот именно на вот эту цифру, которую мы рассчитали. То есть на ширину нашего полотна, которая у нас должна получиться в итоге. То есть я 1,85 умножаю на 23. И это у меня получается 42,55. В данном случае это число я округлю до 42. Сразу скажу, что когда вы будете делать эти расчеты вот именно на вот этот наш основной узор, вы должны учитывать, что раппорт нашего вот этого узора шишечки будет равен 4 петлям плюс 2 петли кромочные. Поэтому, когда вы будете делать эти расчеты, можно сюда или прибавить несколько петель, или наоборот сократить несколько петель для того, чтобы вписаться ровно в раппорт узора. 42 петли как раз таки мне идеально подходят для того, чтобы вписаться в этот раппорт. Поэтому изначально я сейчас буду набирать 42 петли. После того, как я провяжу вот этот розовый участок, мне нужно будет перейти вот на вязание полотна платочной вязкой. Теперь давайте рассчитаем, сколько здесь у нас должно быть петель, там, где у нас идет узор платочная вязка, для того, чтобы ширина этих двух участков была одинаковая. Здесь смотрите также, вот давайте... Я набирала 26 петель на вот этот небольшой образец. И ширина моего образца сейчас равна вот 18 сантиметрам. То есть 26 равно 18 сантиметрам. Теперь мы берем также наши 26 петель, делим на 18 сантиметров и получаем 1,44. То есть это плотность вязания, количество петель в 1 сантиметре. Дальше ширина полотна у меня должна быть 23 сантиметра. Поэтому я беру 1,44, то есть плотность моего вязания, умножаю на 23 вот этих сантиметра. И это у меня получается 33,12. В данном случае я это число округлила в большую сторону до 34 петель, так чтобы просто было у нас четное количество петель. То есть, соответственно, смотрите, набираем здесь 42 петли, провязываем розовый участок, и когда мы будем переходить на вязание вот этого участка платочной вязкой, мы должны будем сократить, получается, 8 петель,
42 минус 34, 8 петель, для того, чтобы эти два полотна были одинаковые по ширине. Поэтому, друзья, по этому же принципу вы сможете рассчитать данные слитки абсолютно на любой размер и из любой пряжи. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц я сейчас взяла 4,5 миллиметра. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 42 петли. Раппорт нашего узора будет равен 4 петлям, плюс 2 петли мы должны набрать кромочных. Петли я набрала, и мы сразу приступаем к вязанию первого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в первом лицевом ряду я сейчас вот все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы приступаем к вязанию второго ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И теперь из следующей петельки я должна вывязать 3 петли. Вывязывать эти 3 петли я буду следующим образом. Сначала саму петлю я провяжу лицевой вот за заднюю правую стенку петли. Далее рабочую нить вот я помещаю перед работой, и за эту же заднюю правую стенку петли эту саму петельку я провязываю, но уже изнаночной петлей. Далее рабочая нить перед работой, и петлю эту еще раз провязываю, но уже лицевой петлей. Саму петлю мы провязали 3 раза за одну заднюю правую стенку петли. Лицевая, изнаночная, лицевая. Петлю с левой спицы я снимаю. Следующих 3 петли во втором изнаночном ряду я должна провязать вот 3 петли вместе одной изнаночной петлей. Это и есть раппорт узора в ширину. Далее вязание мы повторяем. Из одной петли мы вывязываем 3 петельки, лицевая. Эту же петлю я провязываю вот изнаночной, и эту же петлю еще раз провязываю лицевой. Следующих 3 петли я должна провязать 3 петли вместе изнаночной петлей. И еще раз, смотрите, из одной петли я вывязываю 3 петельки, лицевая, изнаночная и лицевая. Петлю с левой спицы снимаю. Следующих 3 петли я должна провязать 3 петли вместе одной изнаночной петлей. Таким образом мы сейчас довязываем до конца второй изнаночный ряд. И вот 3 петли вместе одной изнаночной петлей. В конце ряда по рисунку вот у меня получается я должна провязать 3 петли вместе изнаночной петлей, и последнюю кромочную петлю в конце ряда я также провязываю изнаночной, и это я провязала второй изнаночный ряд. Далее вот вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в третьем лицевом ряду, так же как и в первом, я все петли должна провязать изнаночными. Изнаночные петли я провязываю за правую стенку каждой из вот этих петель. Изнаночная, изнаночная. Так мы довязываем до конца третий лицевой ряд. Итак, я довязала до конца третий лицевой ряд. Далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию четвертого ряда.
первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И теперь мы должны внимательно посмотреть на наши петли. Сейчас вот следующих 3 петли мы видим, это как раз таки те 3 петли, где мы вывязывали из одной петельки. Сейчас наш рисунок будет располагаться в шахматном порядке, поэтому соответственно сейчас этих 3 петли мы должны провязать с вами 3 петли вместе изнаночной петлей. А вот как раз таки из следующей петельки, это там, где мы провязывали 3 петли вместе, вот идет эта одна петля. Мы с вами сейчас из этой петли должны вывязать 3 петельки. То есть вот лицевая, эту же петлю провязываю сейчас изнаночной, и еще раз эту петлю провязываю лицевой. То есть провязали узор точно таким же образом, как и во втором ряду, единственное вот в шахматном порядке. И опять следующих 3 петли мы провязываем вот 3 петли вместе изнаночной петлей, и из одной петли вывязываем 3 петельки: лицевая, изнаночная и лицевая. Следующих 3 петли провязываем 3 петли вместе одной изнаночной петлей. И опять лицевая, изнаночная и лицевая. Так мы довязываем до конца 4-й изнаночный ряд. В конце 4-го изнаночного ряда вот я провязала 3 петли вместе одной изнаночной петлей. Далее из одной петли я сейчас провяжу 3 петельки: лицевая, изнаночная, лицевая. И последнюю кромочную я провязываю изнаночной. То есть мы с вами сейчас провязали 4 ряда основного узора. 4 провязанных ряда и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть сейчас опять наше вязание повторяется с первого ряда. То есть первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в первом ряду второго раппорта я все петли до конца этого ряда должна провязать сейчас изнаночными. Итак, вот я провязала, получается, первый ряд второго раппорта изнаночными петлями. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Сейчас наш следующий изнаночный ряд мы будем провязывать точно таким же образом, как мы с вами провязывали и второй ряд. То есть первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Здесь, в принципе, если мы наши петельки растянем немножечко, мы сразу уже увидим. То есть вот идет петля. Это где мы провязывали 3 петли вместе изнаночной петлей. А вот идут 3 петельки, где мы вывязывали их из одной петли. Поэтому сейчас мы наш рисунок вяжем в шахматном порядке. То есть из следующей петли после кромочной я вывязываю 3 петли: лицевая, изнаночная и лицевая. То есть из одной петли я получила 3 петельки. Следующих вот 3 петли я должна провязать 3 петли вместе изнаночной петлей. И опять лицевая, изнаночная, лицевая. Из следующих вот 3 петли я провяжу сейчас 3 петли вместе одной изнаночной петлей. То есть таким образом мы продолжаем вязать вот этот наш участок полотна дальше. Таким образом, смотрите, если я сейчас возьму мою уже вторую готовую заготовку, я сейчас должна провязать вот этот участок полотна. То есть здесь, если мы будем смотреть именно по провязанным раппортам, то есть вот раз и 2 шишечка вверх, это один раппорт узора, состоящий из 4 рядов. Далее 1, 2, второй раппорт узора, и здесь только 1 шишечка. То есть всего я сейчас провяжу 2,5 раппорта узора. Ну или это соответствовать будет 10 провязанным рядам. 4 плюс 4 8 и плюс 2 10.
Итак, смотрите, вот я провязала нужную мне высоту вот этого участка моих слитков. Здесь, как я говорила, у меня провязано 2,5 раппорта моего узора. И высота этой детали у меня сейчас равна, ну вот примерно около 5 сантиметров. Теперь с учетом того, что я сейчас буду менять нить на контрастную, и розовая нить мне сейчас понадобится не скоро, то здесь эту нить розовую мы можем уже обрезать. Она нам понадобится чуть позже. Далее я беру вязание мое лицевой вот этой стороной вверх, там где у меня идет узор шишечки. Беру нить контрастного цвета, и сейчас я буду провязывать вот как раз таки центральную часть наших слитков. Здесь узор я больше вывязывать не буду. Центральную часть я буду вязать платочной вязкой, поэтому первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. Единственное, смотрите, узор вот этот шишечки и платочная вязка, они имеют разную плотность вязания. То есть при аналогичном количестве петель у них получится разная ширина. Поэтому здесь при провязывании сейчас вот этого нашего первого ряда нитью контрастного цвета я равномерно убавлю 8 петель для того, чтобы, ну вот примерно сравнять ширину наших полотен. То есть и вот этой розовой части, далее центральной части, и далее вот мы будем с вами вывязывать вторую часть у наших слитков нашим основным узором. Кромочную петлю я провязала лицевой, и давайте смотрите, вот я провязываю лицевыми петлями одну, вторую, третью петлю. Ну и здесь давайте вот четвертую, пятую петлю я провяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей. Тем самым я сейчас убавила одну петельку. Дальше опять лицевая, лицевая. Ну и здесь давайте сразу также провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. Это получается я убавила еще одну петлю. Лицевая, лицевая, лицевая. И следующих 2 петли давайте также провяжу 2 вместе лицевой петлей. Это я уже сократила 3 петли. Лицевая, лицевая, 2 петли вместе, это я сократила 4 петли. Дальше лицевая, лицевая, 2 петли вместе, вот это я сейчас сократила уже 5 петель. Лицевая, лицевая, 2 петли вместе, 6 петель сократила. Лицевая, лицевая, 2 петли вместе, 7 петель я сократила. Лицевая, лицевая, 2 петли вместе, это я сократила 8 петель. После того, как я сократила 8 петель, остальные петли я довязываю вот лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. То есть у нас сейчас с вами стало на 8 петель меньше. Вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону, и дальше просто продолжаю вязать все петли лицевые, и в лицевом получается, и в изнаночном ряду. То есть все петли и в лицевом, и в изнаночном ряду я буду провязывать сейчас лицевыми. И полотно я продолжаю вязать также вот спицами 4,5 миллиметра. Таким образом, вот платочной вязкой я должна сейчас провязать вот этот участок полотна. Здесь, смотрите, у меня провязано в моем случае вот именно из моей пряжи и моим номером спиц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 платочных дорожек. И закончила вязание я, провязав вот ряд с лицевой стороны лицевыми петлями. Итак, вот я провязала центральную часть моих слитков. Как я и говорила, здесь у меня сейчас провязано 14 платочных дорожек, или эта высота равняется 10 сантиметрам. Закончила вязание я, провязав вот ряд с лицевой стороны лицевыми петлями. Вот с этой стороны расположена моя рабочая нить. И теперь эту нить я уже обрезала от моточка. Единственное, оставила ее подлиннее, так как в конце эта нить нам еще пригодится.
Теперь я беру наше вязание, переворачиваю на изнаночную сторону и беру нить розового цвета. Кончик розовой нити мы сейчас вот здесь в этом месте также должны оставить подлиннее. То есть этих два кончика я оставляю вот примерно одинакового размера. Далее вот видите, нить просто прикладываю к краю. Это идет изнаночная сторона. И теперь мы с вами должны провязать подготовительный ряд. То есть перейти на вот вязание розовым цветом, это раз. И во-вторых, мы должны сейчас не забыть прибавить вот это же количество петель, которое мы набирали и изначально. То есть здесь, когда мы переходили с одного цвета на другой, мы закрывали 8 петель. Сейчас в этом подготовительном ряду мы эти 8 петель должны будем добрать. То есть первую кромочную петлю я провязываю сейчас лицевой, так как у нас идет присоединение нити. И сейчас в этом подготовительном изнаночном ряду я все петли должна провязать изнаночными. То есть вот одна изнаночная петля, вторая и так далее. Прибавлять эти петли можно по-разному, можно с помощью накидов. Я сейчас давайте буду поднимать, вот допустим идет наша следующая петля. Ниже расположена вот протяжка от платочной дорожки этой петли. Эту протяжку я сейчас одеваю вот на левую спицу, после чего я должна провязать эту протяжку изнаночной петлей. И только после этого я саму петлю провязываю также изнаночной петлей. То есть вот я прибавила сейчас одну петельку. Далее изнаночная, изнаночная. И здесь я сейчас прибавлю вторую петлю. То есть вот поднимаю протяжку эту от платочной дорожки следующей петли. Эту протяжку поднятую я сейчас провязываю изнаночной петлей, после чего саму эту петлю провязываю изнаночной петлей, и это я прибавила уже 2 петли. То есть таким образом мы довязываем вот этот ряд до конца, провязывая все петли изнаночными, и равномерно нам надо не забыть прибавить 8 петель до конца этого ряда. Итак, вот я провязала ряд с изнаночной стороны нитью розового цвета. Все петли я провязывала изнаночными, и равномерно я прибавила 8 петель, то есть то же количество, которое мы и здесь закрывали. И на спицах у меня снова 42 петли. Далее вязание я сейчас переворачиваю вот на лицевую сторону. И сейчас вот с лицевой стороны я приступаю к вязанию первого ряда основного узора. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в первом лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Первый ряд с лицевой стороны я провязала, и вязание переворачиваю сразу на изнаночную сторону. Сейчас мы приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее смотрите, когда вот здесь мы начинали наше вязание, то есть провязывали в начале ряда второй изнаночный ряд, мы из одной петли провязывали 3 петли, после чего провязывали 3 петли вместе. Здесь я буду начинать вывязывать этот узор наоборот. То есть после кромочной петли я сначала провяжу 3 петли вместе изнаночной петлей, после чего из следующей петельки я провяжу 3 петли лицевая, далее изнаночная, и эту же петлю провязываю лицевой. Это мы делаем для того, что когда мы сейчас провяжем вот эту розовую часть, мы будем сшивать вот здесь 2 края полотна. И чтобы вот эти наши шишечки относительно одного и второго края также располагались в шахматном порядке. Поэтому начинаем мы вот именно с 3 провязанных изнаночных петель вместе. И далее вязание мы повторяем. Провязываем вот 3 петли вместе одной изнаночной петлей, и из одной петли вывязываем 3 петельки, лицевая, изнаночная, лицевая. И еще раз 3 петли провязываю вместе,
вот, изнаночной петлей, и из одной петли я вывязываю 3 петельки: лицевая, изнаночная, лицевая. Таким образом довязываем до конца второй изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд я довязала до конца, и вязание переворачиваю сейчас на вот лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее в третьем лицевом ряду я все петли до конца этого ряда должна сейчас провязать изнаночными. Третий лицевой ряд я довязала до конца, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы сейчас провяжем четвертый ряд. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее у меня идет как раз таки вот та петля, где мы провязывали 3 петли вместе. Поэтому сейчас в третьем ряду из одной этой петли мы будем вывязывать 3 петельки: лицевая, изнаночная и лицевая. Из одной петли мы получили 3 петельки. Далее следующих 3 петли мы должны провязать 3 петли вместе одной изнаночной петлей. И опять из одной петли я вывязываю 3 петельки: лицевая, изнаночная, лицевая. И следующих 3 петли мы провязываем 3 петли вместе одной изнаночной петлей. Довязываем четвертый изнаночный ряд до конца. Итак, вот я провязала четвертый изнаночный ряд, и вязание снова переворачиваю вот на лицевую сторону. То есть вот я провязала один раппорт узора. То есть сейчас самостоятельно мы с вами должны будем провязать еще один раппорт и половину раппорта, то есть 6 рядов. Итак, смотрите, вот я провязала розовую часть вот со второй стороны нашей заготовки. И здесь, видите, у меня провязано также вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 этих рядов шишечек, ну или 2,5 раппорта узора вверх. Закончила вязание я вот как раз таки провязав ряд с изнаночной стороны, то есть по рисунку. И сейчас получается нашу заготовку я держу лицевой стороной вверх, и вот как раз таки с этой лицевой стороны мы с вами сейчас должны закрыть петли этого ряда. Закрывать петли этого ряда я буду следующим образом. Все лицевые ряды, вот когда мы вывязываем наш основной узор, мы провязываем изнаночными петлями. Поэтому смотрите, первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее следующую петлю по порядку я провязываю изнаночной. И петля первая, вот она у меня, я ее протягиваю и спускаю через провязанную петлю. И опять 1 петля изнаночная, петлю протягиваю и спускаю. 1 петля изнаночная, протянула петлю и спустила. И опять 1 петля изнаночная, петлю протянула и спустила. Таким образом закрываем все петли этого ряда до конца. Итак, вот я закрыла петли этого ряда до конца. Ниточку мы можем здесь уже обрезать, она нам больше не нужна. Эта ниточка нам не понадобится, поэтому обрезаем ее вот небольшую. Значит, последнюю петельку я вытаскиваю подлиннее. И в эту нашу петлю я продеваю кончик, который обрезала от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. Наша заготовка полностью готова. Теперь нам осталось только ее сшить. Смотрите, вот здесь, где мы оставляли 2 кончика подлиннее, вот этот бежевый и розовый, вот они у меня расположены с этой стороны полотна. Заготовку я держу лицевой стороной вверх. И смотрите, эта часть, где у нас идут 2 кончика, это будет идти передняя часть, мысок у наших слитков. А с этой стороны у нас будет идти задняя часть, пятка наших слитков.
Сейчас смотрите, если вот этот наборный кончик у вас достаточной длины, то предлагаю сейчас эту нить одеть в иголку с большим ушком. Сейчас мы прошьем буквально вот этот небольшой участок. Сшивать мои слитки я буду по лицевой стороне, поэтому я беру вот два края, складываю вот таким вот образом. И теперь, как я говорила, у меня вот эта ниточка наборная достаточной длины для того, чтобы прошить этот участок. И прошивать эту заднюю часть, то есть там, где у нас будет идти пятка, я буду за кромочные петли, вставляя иголку вот здесь с этого края, который дальше от меня, то есть от себя. А вот здесь край, который ближе ко мне, я иголку буду вставлять, вот здесь давайте в край самый вставлю, к себе. То есть здесь за кромочные петли вот от себя, а здесь к себе. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы вот здесь две эти розовые части у нас ровно совпали. От себя к себе. От себя, а здесь к себе. После того, как этот розовый участок я прошила, иголку вывожу в изнаночную сторону. Так. И теперь в иголку с большим ушком мы должны одеть нить вот этого, в моем случае, бежевого цвета. Бежевую нить я одела в иголку с большим ушком. Никаких закрепляющих узелков на конце я не делаю. И иголку я сейчас вот здесь вставляю ровно в середину с изнанки вот на лицо. Просто кончик нити не вытягиваю до конца. Вот он у меня идет. Я его аккуратно внутри вот пальчиком придерживаю. И теперь мы продолжаем сшивать этот задний шов. Также за кромочные петли, вставляя иголку от себя, а с этой стороны к себе. От себя, а здесь к себе. В тот момент, когда у нас остался здесь небольшой уголок, то есть у меня здесь буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, примерно 7 кромочных этих петель. Сейчас этот уголок я возьму и стяну. Для этого вот эти наши кромочные петли я нанизываю вот на иглу по кругу. После чего беру и уголок этот вот таким вот образом аккуратно сейчас затягиваю. При этом вот этот наш основной шов, он должен быть эластичный и не перетянут. Далее можно буквально одним-двумя стежками этот наш уголок хорошенько сейчас закрепить, прошив буквально несколько раз, после чего иголку я вывожу вот в изнаночную сторону. После того, как мы прошили заднюю часть наших слитков, сейчас мы будем оформлять переднюю часть, мысок у наших слитков. Теперь я должна одеть в иголку с большим ушком вот эту бежевую нить. В моем случае, которую я говорила, нужно оставить подлиннее. То есть вот у нас и бежевая, и розовая нить расположены рядышком. Нужна сейчас нам именно нить, которой мы вязали платочную вязку. И теперь смотрите, вот эту часть, где у нас идет платочная вязка, то есть вот от розовой до розовой полосы мы должны стянуть. То есть вот наша ниточка одета в иголку с большим ушком. И теперь все эти вот кромочные петли я нанизываю вот на иглу вот таким вот образом. То есть это идет лицевая сторона, и вот все мои кромочные петли. И теперь я беру нить, вытаскиваю, и вот этот участок я сейчас также вот должна стянуть. Сначала вот мы формируем аккуратный вот здесь такой кружочек. Вот он у нас, видите, идет. Все кромочные петли аккуратно здесь у нас должны лечь. После чего вот этот стянутый уголок я должна также аккуратно сейчас буквально несколькими стежками прошить, чтобы здесь, видите, у нас должно лечь все ровно, красиво и аккуратно. То есть вот после того, как эту часть мы стянули, вот таким вот образом хорошенечко прошили, закрепив тем самым нить,
Эта нить нам больше не нужна, мы ее здесь можем обрезать в конце, просто нам нужно будет спрятать этот кончик. Теперь мы должны одеть в иголку с большим ушком вот эту розовую нить. Теперь этой розовой нитью мы прошьем вот этот участок, то есть вот таким образом складываем 2 розовых полотна и прошиваем. Прошивать мы сейчас будем здесь не за кромочные петли, а я буду вставлять иголку, то есть после кромочной петли здесь у нас вот идут такие протяжки справа налево. Сначала вот с одной стороны и затем с другой стороны. Также вот после кромочной петли здесь у нас сбоку идут протяжки справа налево. Также при сшивании обязательно контролируем, чтобы вот здесь 2 вот этих уголка у нас ровно совпали. Справа налево здесь и затем вот с этой стороны также вот справа налево. Итак, вот смотрите, я прошила вот этих 2 края между собой. Вот идет моя нить, которую я сейчас прошивала. И теперь смотрите, мы должны взять и немножечко вот эту часть стянуть, то есть так, чтобы у нас здесь образовалась такая гармошечка, то есть подтягиваем. В этом случае сейчас, когда мы сошьем всю длину нашего вот этого шва, так как дальше мы сейчас будем прошивать вот этот участок, здесь этот мысок красиво и ровно ляжет по ноге. Сильно не перетягиваем прям до конца, но немножечко вот эта часть шва у нас должна быть такая стянута. Так, после того, как мы здесь вот этот шов немножечко стянули, теперь мы дальше продолжаем сшивать вот этих 2 края полотна. Здесь этих 2 края я буду сшивать за кромочные петли, вставляя иголку вот от себя, а здесь вот в кромочную петельку к себе. Здесь от себя, а здесь к себе. При сшивании также обязательно контролируем, чтобы этот шов у нас был равномерный. То есть вот задний шов, вот ровненько все здесь складываем и вот прошиваем. Смотрите, отверстие вот здесь, куда мы должны будем вставлять ногу, ну или вот здесь, докуда мы должны будем прошить мысок, вот это отверстие должно быть где-то примерно 11 сантиметров. Поэтому сейчас можно от нашего заднего шва сразу отмерить эти 11 сантиметров. Вот они. Отметить этот участок маркером вот здесь. И, соответственно, мы должны сейчас прошить наш вот этот передний шов до маркера. И здесь у нас останется это отверстие 11 сантиметров. Поэтому вот за кромочные петли от себя, а здесь вот к себе прошиваем вот этот шов до маркера. Итак, после того, как я прошила всю длину этого шва, вот он у нас так смотрится. Наши следочки полностью готовы. Далее мы должны наши следки вывернуть вот на изнаночную сторону. И все кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом. Далее, смотрите, при желании вот эту переднюю часть наших следков вы можете украсить каким-либо образом. В данном случае это у меня идет такая брошка. Сюда можно вот пришить какую-то красивую нарядную пуговицу или связать какой-то цветок, бантик крючком или спицами. Поэтому здесь по поводу декора вы выбираете тот, который вам больше нравится. Ну и в принципе даже без декора данные следки на ножке смотрятся очень красиво и нарядно. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.